Добрый день. Добрый. Сколько вам лет? 19. Что вы здесь делаете? Ну, на войну отправили. Зачем? Не знаю. Представьтесь, пожалуйста. Брашкин Кирилл Сергеевич. Еще раз прошу громче, потому что... Брашкин Кирилл Сергеевич. Кирилл Сергеевич. Дата рождения? 01.11.2003. 2003. Город рождения? Город Пермь. В какой воинской части вы служили? 4-я танковая Кантемировская дивизия. Кантемировская, это... Дарофаминский. Да, я понял. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию? Да. Зачем? Ну, хочу, это как бы дадут маме позвонить, вот. А если не дадут маме позвонить? Нет, да. Тогда не дам, да? Тогда нет. Зачем нам давать вам маме позвонить? Просто, чтобы, ну, не беспокоилась, что все нормально. Она уже знает, что все нормально. Мы с ней списались. Она вас увидела курящим. Вы еще и курите. Помимо того, что в плену. Когда вы срочник? Нет, контракт подписал. Когда вы вообще попали в армию? В декабре 2021 года. В декабре 2021 года. Сколько вы прослужили? Ну, где-то 9 месяцев. Ноябрь. Ну, это вы перед Новым годом попали в армию. Да. И В сентябре я подписал контракт. зачем вы контракт подписали? Ну, агитации были. То есть появился на это. Кем у вас мама работает? Продавцом в магазине. А отец? Отца нету. Что с ним? Родного отца не знаю. Потом был отчим, от него 2 брата. Отчим умер. С сердцем что-то стало. Уровень жизни вашей семьи какой? Ну, как бы, в принципе, нормально. То есть, Ну, не богато живем, но хватает на жизнь. Ну, мама достаточно зарабатывает, чтобы... Кем вы хотели стать? Ну, я на электрика учился. Вы техникум закончили Нет, пришла повестка, ну, решил в армию сходить. перед учебой. Ну, то есть я уже на учебе был. Так, а вроде бы ж тех, кто учится, не забирают в армию. Ну, повестка прошла, то есть по желанию, то есть можешь пойти. Вы решили пойти? Да. Как вы учились в школе? Вначале более-менее, потом, ну, с плохой компанией связалась, оценки стали похуже, потом в другую школу перевели. О, интересно, что такое с плохой компанией связались, что ж в другую школу? В милицию попал? Нет, там, получается, мы сидели на улице, к нам подошла девочка, ну, пара девочек, у них была водка. То есть они уже пьяные были, нам предложили. Это какой класс был? 7-й. 7 класс. Вам подошли девочки старше, которые, да? Нет, то есть наши одноклассницы. Ваши одноклассницы. Да. Пришли с водкой. Да. Бухие. Да. Сколько у вас человек было? У нас сколько? Человека 3-4. А их сколько было? Их 2. 2. И одна была там с младшим братом. Еще младший был брат? Еще младше. Он тоже был бухой? Нет. Он просто под кайфом был, да? Ему лет 7 было. Она бухала... Да. Вы в 7 классе, это сколько вам лет? Лет 14. Ну, 7 плюс 7, 14. Да. Что они говорят? Все, они как бы нам предложили, ну мы с ними пошли. То есть я пить не стал. А что они вам предложили? Пошлите с нами побухаем? Да. Сколько у них водки было? Бутылка. И до этого они бутылку, наверное, разорвали. До этого не знаю сколько. Ну, пошли вы. Куда вы пошли? Ну там, получается, у нас горы типа были такие. Что было? Ну, в лесу как бы отошли. Ага. Там собак тренировали. Это в селе было или где? Ну, это на окраине города. Ну, на окраине Перми. Да. Собак тренировали. А там одна была прям вообще никакая. И все это мужик увидел, остановил нас, как бы типа
вызвал Вы, меня. короче, сели бухать. Да. Ну, Сидите бухаете. Одна из двух девочек уже вообще никакая. вообще. Не Причем, говорит. что это ее брат был, то есть она за ним даже не следила, ничего. И которая была никакая, у нее был младший брат. Да. Все, получается, мужик это там спалил, который собак тренировал, мы мимо проходили. Остановил нас, то есть ее как бы, то, что она вообще идти сама не могла. Чем вы закусывали? Они запивали вроде чем-то, лимонадом. Просто водка и лимонад. Да, Ты что не пил? На ты можно? да. Да я не хотел, Чего? не знаю как. Ну, спалил вас мужик. Все, получается, ее, то есть сказал, типа, ну не отдаст нам. Вы же ее забрал с собой? Ну, как бы, то есть стоял там рядом с нами. Мгм. Вызвал полицию, приехала полиция. Там мы ушли, там пара человек осталось. И все, приехала полиция, ее забрали там. Что дальше было, не знаю. Потом в школе вызвали к директору. Ну, там началось разбирательство. Вас, да? Да. Там еще момент был, типа, она упала, пацан ее начал поднимать, другая девочка это сфоткала, и на фотке получилось так, как будто он ее пинает. Ну, как бы такого ничего не было. И все из-за этого стали разбирательства. И вот и меня, получается, перевели в другую школу. Ну, по месту жительства. Часто у вас бухают в школе? Да нет. Ну, там раз в неделю. Ну, как-то как, кто как. Ну, раз в неделю в среднем, да? Ну, кто-то, да. Это жесть. Что ты довольный такой? Ну, у нас вот такая вот штука получается. Тут про войну-то особо. Ну, мы поговорим по-любому про войну. Но интересно же. Что в другой школе? Приходишь, ты на опыте, говоришь, там, Ну, полиция, в другой милиция. школе то есть, никого не знал. И как-то, то есть, особо не было желания ходить в школу, стал прогуливать. То есть, никого не знал, коллектив незнакомый, стал прогуливать. Скатился на 2-3. Да. Из этого проблемы появились. Какие проблемы появились? Ну, то, что вот постоянно в школу не ходил, то есть вообще. Что вы делали, когда в школу не ходили? На улице ходил, гулял один. Потом, когда вот примерно уроки заканчивались, приходил домой. Понятно. По итогу, сколько вы классов окончили? 9. 9 классов. И пришла повестка. А потом закончил школу, поступил в колледж. В колледже тоже учился, ну, не особо хорошо. Потом пришла повестка, вот, пошел в армию. А в колледж на кого? На электрике. На электрика. Нам нужен был электрик вчера. А у нас тут почти готовый электрик. Ну, я как бы, получается, только первый курс, можно сказать. Так У нас, фазу от нуля не отличаешь? ну, по электрике еще ничего не было. То есть первый курс это 10-11 класс. Ну правильно, лучше не убиться, да? Понятно. Служили вы в армии. Как вам служба в армии? Ну, не особо, то есть ничего интересного. Постоянно. Либо строевая, либо там на рабочку идем. Зимой там снег чистить, летом там подметать, бордюром красить. Ну, как положено в армии, да? Да. Бордюры красить. Дедовщина. Сильная была? Нет. Ну, получается, я сначала был в подразделении в роте управления. То есть там, да, была дедовщина. Что там было? Ну, Ну, там- вы же поняли, как я спросил, задал вопрос? Да, дедовщина. Как я задал вопрос? Какая дедовщина была? Я вот задал его в утвердительной форме, не давая вам возможности ответить «нет». Понял. Ну, типа, чтобы у вас не было возможности сказать «нет». Ну, Потому что я знаю, что у вас с дедовщиной все хорошо. Ну, точнее, как ее много там. Ну и что за дедовщина была? ну, допустим, телефон, то есть сенсорный, он же не уставной, по сути, нельзя его. Да. Они его забирали, то есть потом требовали, чтобы либо идешь там покупаешь им что-то, либо еще что-то. Били? Нет.
Был случай, то есть меня нет, но там пацана одного бывало били. Кто по национальности бил? Не помню. Но они не русские, то ли кавказцы, то ли кто-то Не, еще. я это знаю, поэтому я опять же задал вопрос, кто по национальности бил, Кавказцы и вроде автоматически исключая вариант русского. кто именно, не помню. Вроде как кавказцы. Ну, щемили, короче, они вас, Да. русских, всех. Тувинцы щемили, даги щемили. Да, Ну, я это знаю, поэтому мне же просто интересно, будете вы говорить правду или будете говорить правду, но после моих утверждений. Где вы были 23 февраля 2022 года? 3 февраля. В части? Нет, в Белгороде был. На учениях. Ну да, нас в Белгород отправили. Видите? Потом с Белгорода всех срочников мы, получается, на автобусе уехали обратно в часть. Так вы были еще срочником. Да, Ага. Когда вы подписали контракт? в конце сентября. Как была процедура подписания контракта? Я знаю несколько вариантов. Я думаю, они будут такие же. Ну, пишешь рапорт, Нет, это понятно. Что перед написанием рапорта было? ну, приходит человек и рассказывает, то есть Звание человека. Он же не просто пришел в шортах. звания, ну, разные приходили, то есть много кого было. Самый младший и самый старший офицер, который приходил вас упрашивать подписать контракт. Самый старший это, Генерал-майор. там то ли полковник какой-то вроде был. Вы звание не отличаете? Отличаю. Полковник? Ну да, полковник был. Ну, то есть самый генерала не было. старший. Нет, таких не встречал. С вашей части или с бригады приезжал? Ну, я его первый раз видел. Значит, приезжал замполит. Ну и что он рассказывал? Ну, типа, то, что обещал зарплата, не зарплата, все это такое. Квартира там, про военную ипотеку рассказывали. Сколько в части на сентябрь месяц было погибших? Не знаю. Ну вы же солдат, вы там служили. Были погибшие? Ну, конечно, были. Ну, там 5 человек, 3 человека, 20 Ну, человек. я такой информацией не интересовался. Раненые ходили там? Раненых нет, не видел. Тогда спрошу по-другому. Например, попустела ли часть? Да, контрактников мало стало очень. Мало очень. А сколько в части человек? Обычно, вот, если на построении выходит на плац. Ну, Плюс-минус 100 человек. 1000 человек было до спецоперации? наверное, да. А когда уже сентябрь месяц? Там вообще мало народу осталось. Все офицеры, контрактники в основном остались срочники. Ну, это не он первый говорит, что, по сути, на войну отправили все, что могло двигаться, и все, что могло держать оружие. Я правильно говорю? Ну да. А их под угрозами, под какими-то плюшками, под бонусами упрашивали подписать контракт. И я уверен, что после подписания контракта 2 дня, и он уже поехал. Через сколько вы после подписания рапорта поехали? В конце сентября, получается, контракт заключил. И дней через 20 где-то. Так. Ну ничего себе, 20 дней еще потусовался. Сколько зарплату пообещали? От 5 до 8 тысяч в день. То есть это когда уже на территории Украины говорили. 200 тысяч, типа 200 средний. тысяч, да, Да, где-то 200 тысяч получается. Куда вас отправили? Ну, в Луганске, в Сватово были. Сколько вас контрактников из части поехало? Человек 14, ну плюс-минус. Много еще осталось срочников? Или уже почти не осталось? Срочников, ну много тоже. Угу. Привезли вас куда? Сначала мы заехали, ну я не знаю, как поселок называется, где-то в Луганске. Потом оттуда отправили в Сватово. В Сватово день пробыли и отправили в деревню Джерельная. Угу. И все, и там уже в посадке сидели. Как переводится слово «джерела»? Не знаю. Ну, родник, что-то такое. Ну, источник. Да. А что вам говорили, для чего нужно участвовать в спецоперации, в войне? Тут вы приехали воевать, что вы приехали сюда делать? Когда будет победа? Да когда вы будете воевать? Не знаю. Ну, в общем, говорили, типа, то, что
Ну, то, что все в основном давили на то, что Донбасс бомбили, то есть 8 дней, ой, 8 лет. Типа, помочь там, все такое. Что такое Донбасс? Ну, часть Украины была, сейчас часть России стала. Не, ну, то есть это то, что ваш царь огласил эти территории частью Рашки, это лично его там трудности. Что вы знаете вообще про Донбасс? Лично вы. То, что вот 8 лет, типа, его как бы бомбили и все. То есть, Как-то это как его бомбили? ну, я в основном-то не знаю, то есть особо этим не интересовался. Ну, я это понимаю прекрасно, потому что вы молодой, достаточно молодой, 18 лет, когда вы пошли в армию после там 10 класса, после колледжа, я не думаю, что вас вообще интересовало. Я сейчас вам открою карту, вы не покажете, где Донецк находится. Или покажете? Не знаю. Проверим? Ну, давайте. Давайте. Через сколько вы? Я вам открою в большом масштабе. Ну, чтобы вы... Интересный тест будет. Ну вот смотрите. Общий фон. Вот Украина. Где-то тут. Нет, вы показали на Харьков. Ну, тут, получается, у нас Луганск. Тут рядом Да, Донбасс. но с первого раза вы показали на Харьков. Ну, да. Показать вам, что вы показали на Харьков? Не-не. Или вы верите? Верю. Ну, это говорит о том, что... Какое население Украины? Не знаю. Ну, приблизительно. Миллионов 6. Это так. 6 миллионов? Ну, Сколько населения Рашки твоей? 120 или сколько-то, не знаю. 120 или сколько там? То есть Украина в 20 раз меньше. Да, Что вы 10 месяцев не можете ничего сделать? сам не знаю. Ну, давай подумаем, почему. С учетом того, что ты в плену и находишься передо мной. А нас в 20 раз меньше. Ну, то, что, может, вы на своей земле, типа, вам легче. Да, у нас наши комары Стимул помогают нам. больше. Арнольд, Население Белоруссии. не знаю. Откуда число 6 миллионов? Ну, как-то где-то краем уха слышал, что такое. Что вы еще знаете про Украину? Ну, это страна, с которой вы воюете. Вы должны знать своего врага в лицо. Ничего, больше не знаю. Президент у нас кто? Лукашенко. Ой, Зеленский. Лукашенко. Президент Франции. Не знаю. Президент Америки. Байден. О. Я вас удивлю, если скажу, что население Украины 40 миллионов. Да. Чем? Ну, что я думал меньше. Ну, в разы меньше. Да. Население Киева 4 миллиона. Ну, наверное, да, я то, что по телевизору там что-то такое слышал. 6 миллионов или 4 миллиона. Хорошо, стояли вы в Джерельном. Что там было? Лесопосадка. А в селе были вы? В селе, ну, мимо проезжали. А так ходили туда? Нет. Когда вы оказались на позициях, это какое число было? Где-то 25 октября. 25 октября. Вы так неуверенно говорите, что... Я точно не помню. Ну хорошо, 25 октября. Когда вы взяли в плен? 15 ноября. Повоевали вы, по сути, 20 дней. Ну, да. Что вы 20 дней этих делали? В посадке сидели. Я понял, вы просто тупо пришли, сели и сидите. Вот так. Ну, блиндаж там копали и все. Обстрелы были? Да, минометные. 200-е у вас были? 300-е? Нет. Что вы ели? Гуманитарка приезжал. Ну, нам, получается, старший ходил в деревню за продуктами. А сколько у вас человек в посадке было?
Ну, примерно человек 15, 20. 2 взвода, типа, да? Ну да. Ну, с едой было все нормально, не голодали. А в начале было не очень, то есть еды не особо хватало, и воды, то есть было не особо. Потом более-менее наладилось. Мгм. Как-то оно получается, потом, спустя 10 месяцев, ваши командиры поняли, что людей надо кормить. 9 месяцев уже война уже, или там 8. Да. Ощущения от войны. Сидите вы, обстрелы какие-то. Что, мысли какие? Ну, страшно было тоже. Прилетит сюда сейчас, и все. Все что? Умрешь, там, погибнешь. Чтобы, ну, судя по реакции мамы, она не знает, что вы в плену. Ну, получается, когда отсюда уезжали, я там пацану сказал номер. Ну, он вроде бы запомнил его. Ну, должен был сказать, ну, передать, что все хорошо. Передал, нет, не знаю. Когда вы последний раз с ней разговаривали? Где-то в начале ноября. Ну, то есть, когда уже были в лесопосадке? Нет, до. Так вы же сказали, что... Тогда. В октябре. Ну да, в октябре где-то, в конце. То есть перед тем, как из Сватова уехать. Перед тем, как поехать на... А почему что у второй армии мира с конца нету связи, чтобы позвонил ребенок домой? Ну, у нас там не было связи. Почему? Не знаю. Вы спрашивали командира там, как позвонить? Не. Ну, говорили, типа, то, что там телефон с режима полета уберешь, типа, вычислят, все такое. У вас были телефоны с собой? Да. Но вы их под страхом боялись включать? Ну, там все равно, то есть сим-карта моя теле-2 не ловила. Не ловила. Как мама отнеслась к вашему решению поехать повоевать? Ну, она против была. То есть, Против? да. Чтобы вообще я ну, не подписал контракт. Почему вы ее слушались? Не знаю. Ну, обещали же зарплату большую. Типа, потом квартиру можно будет получить. Ну, это, по сути, обычный, типичный раб страны, которому пообещали плюшки. И он выбрал плюшки, вот на весах у него была там квартира, машина, зарплата и возможность получить миной из-за двухсотица. Он выбрал возможность получить миной из-за двухсотица, чтобы потом в перспективе... Точнее, неправильно я это все провел. У него на весах была возможность жить себе дальше, не зарабатывать кровавые деньги. А тут были кровавые деньги. Он пошел зарабатывать кровавые деньги. Правильно я сформулировал? Меня потом в любом случае мобилизовали бы. Это вы узнали потом. Ну, да. Вы Я могли, ну, хотя да, он тут прав. Потому что контракт он подписывал уже после указа о мобилизации. То есть, если бы он просто дослужил, то его бы просто сразу же в части бы и вручили бы повестку, определили и все равно бы отправили. Да, вот даже случай слышал. У пацана только закончилась, то есть срочка. Он даже домой уехать не успел, и его тут же мобилизовали. Даже так, ну, то, что я только что рассказал, прикольно. Рабы, давайте, у вас так это работает. Не успел послужить, пойдешь умирать. Как вас взяли в плен? Какого числа? 15 ноября. Расскажите, как ваш последний день, будучи в составе оккупационных войск. Вы знаете, что вы фашист? Ну, то, что оккупантами, да, нас считают тут. Не мы вас считаем, а это так и есть. Ну, да. Что вы знаете про Вторую мировую войну? То, что Германия напала. Вы разницу понимаете между Второй мировой войной и Великой Отечественной? Нет, не особо. А когда что началось? Не знаю. Ну, Великая Отечественная в 41-м. А Вторая мировая? Не знаю. Ну, не буду давать урок истории, потому что все равно это ничего не даст. Да, фашистская Германия напала на Советы, Советский Союз, Да. и все их называли оккупантами. Да. Вы представитель Рашки,
Да. который напал на Украину. Ну, получается так. Тут получается так. Получается так, что вы оккупант. Ну, да. Вот, не более, не менее. У вас прикольный комбинезон. Откуда это? Да, сам купил. Купили сами? Да. А зачем? Ну, теплый, удобный. Понятно. Последний день ваш расскажите. 15 ноября. Я, получается, до этого 5 дней не ел. Почему? С командиром, получается, своим поругались. Очень интересно. Почему вы поругались с командиром? Ну, он сам не курящий, то есть, и возникало то, что мы курим, то, что бычки. То есть сказал, типа, если вы будете курить, я вас буду бить. То есть мне и еще одному пацану это сказал. Ну, мы с этим не согласились, ушли в соседний, ну, там, метрах 50 в блиндаж, он пустовал. Угу. Ну, стали, получается, от него отдельно жить, к нему приходим, ну, просим, типа, давай нашу часть еды, он нам ничего не дал. Это офицер был? Да, ну, он был мобилизован, Звание, должность? лейтенант, Лейтенант. Сколько ему лет было? 40 с чем-то, Как его фамилия? Арнацханов. Как? Арнацханов, Арацханов? да, Национальность? цыган. Имя, отчество? Отчество не знаю, имя Арнтур. Как? Арнтур. Арнтру? Арнтур. Я... Приходите, вы говорите, дай нам поесть. Да. Он говорит, нихера. Нет. А вы, чё? Он... Ну все, он сказал, не даст. Ну, ладно, ушли. День вы не ели. У нас, получается, было 2 банки кукурузы и 2 банки тушенки на двоих. И вы на них ехали 5 дней. Да, Вы же голодные были. да. А вы пробовали что-то, а что остальные говорили? Они как-то это их не заботило. И еще раз, суть конфликта в том, что вы курили и бросали бычки, где ходили. Ну, получается, в блиндаже забывали их. И вот, Ну, ты куришь, там в банку пепельницу выкинул. да. Ну, его это типа, Ну, он сам, то есть ему не нравится сам дым, ну, запах. логично, если человек не курит, то не надо при нем курить. Вышли на улицу, покурили. Ну, на улице тоже особо. Ну, лучше не надо было курить, потому что уголек видно далеко. Угу. А остальные не курили? Ну, мы с ним как бы в одном блиндаже были. Хороший лейтенант, вопросов нет. Хорошо, не ели вы 5 дней последних. Как вы бы вообще решили, что с этим дальше делать? Получается, я решил пойти в деревню, ну, то есть по ночи, по темну. Угу. И пошел, я не знаю, наверное, куда-то не туда свернул. Иду, слышу, типа, стой, стрелять буду. Все, и получается, я как-то вышел на позиции украинских военных. Легкий плен какой-то. Да. Ну, я думаю, что тебе в плену лучше, чем там. Ну, в плену, получается, меня когда только взяли, ну, накормили, то есть, Да ладно. да. Нацисты, с которыми вы воюете, бандеровцы, смотрят, что ты там уже шатаешься от этого. А расскажи, как это было. Ну, кто тебя взял в плен? Я не знаю. Ну, вооруженные силы какие-то, Ну, или батальон какой-то. Вооруженные силы. То есть, они как бы, ну, не представились особо. Я, получается, Короче, обычные военные. да, на позиции. Они мне дали кусок хлеба, кусок сыра. Потом в течение минут 20 за мной приехала машина. Меня куда-то отвезли. Там дали макароны, салатик какой-то, помидорки и курицу жареную. Ножку. Я это съел. Карачок? Да. И они такие, типа, еще больше? Я такой, да, давайте. То есть 2 порции мне таких дали. А до этого, когда ты так ел? Не помню. Давно. Ну и прошел ты, я так понимаю, там недалеко. Ну да, то есть не особо. Разница есть между вооруженными силами? Ну да, тут обеспечение лучше.
Ну и в плену, я знаю, вы не голодаете. В плену нет. Я думаю, едите лучше, чем там в окопе. Ну, да. И телевизор есть. Да, телевизор недавно поставили. 55 дюймов. С интернетом, да? Да. Его позиция. Зачем вы воюете? Кому это нужно? Ну, Путин, скорее всего. Он же какие-то цели свои преследует. То есть я сколько общался, то есть там с мобилизованными, не мобилизованными. То есть, ну, никто особо-то не понимает, за что воюет. Там ваши солдаты, которые... Да. Ну, хорошо, да, кстати, хорошую тему вы подняли. О чем вы между собой разговаривали? Ну, о всяком разном. То есть, кто где живет, кто чем занимался. В основном таком, даже когда... Ну, ты типа, я в школе бухал. У меня все нормально. Ну, примерно, да. Ну, и цели кто-то знает вообще? Ну, тут, когда будет финиш? Нет. Лейтенант-то хоть говорил что-то? Да нет. А у вас там бухали в окопах? Нет. Бывало так вот. О, Ночью, ну, глоток сделать, 50 грамм выпить и все. А так у нас не было алкоголя. если бы был, то бухали бы. Не более чем уверен. Более чем уверен. Да. В селе мирные были? Нет, первый раз слышу. А? Первый раз слышу. Ну, я просто спросил. А в селе были, вы сидели, да? Там всякие командиры. Ну, в селе там, да, в основном командир. В основном командиры. Будем звонить вашей матери. Алло, здравствуйте. 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 Как у вас дела? Да так не очень. Почему не очень? Ну, потому что сына потерял Где вы его потеряли? в армии. Зачем вы его потеряли в армии? И так, я не знаю, как там, что у них получилось. А что вам вообще говорят, где он? Ну, есть сведения, что он находится в плену. Вам сказали это? Да. А когда? Ну, где-то 14 ноября, что ли. Ты позже попал в плен, да? Нет, 15-го. Нет. 14 он еще за Путина бегал. Да. Так он говорит. Он там рядышком, да? Да. Ты рядышком? Да. Рядышком. Кирюшенька, солнце мое. Да подождите, вы не плачьте. Вы хотите с ним поговорить? Очень хочу. Хорошо, я вас ставлю в известность, что разговор записывается и будет опубликован. Вы даете согласие? Да. Хорошо. Вы не говорите, где вы находитесь. Ну, вы в плену находитесь. Привет, родной. Нет. Ну, хорошо выглядишь, нормально. Ты чё, ты как так, блин, а? Мы тут все с ума сходим. Нормально все. Ну, мы тебя ищем, мы все, что надо с нашей стороны, мы все сделали, Кирюш. Ну, в военкомат Мы заходил. все, Звонила там. мы уже по правам человека, все, Министерство обороны, везде были. Ну, что там говорят? И ищут, тебя официально ищут. Понятно. А списки там? Понимаешь, ты считаешься списка, каждый день созваниваемся с Москвой, это все, ищут тебя, ты не переживай, ищут. Да. Просто мне тут звонили же, сказали, что ты в плену. А, Я звони. не знаю, кто там, мой Виталий. номер телефона. Ну, Да, вот. И это, ой, блядь, как я тебя рада видеть, господи, ты чё, матушка моя, блин. Все хорошо, это, а как тебя оттуда достать? ну, Поскорее-то. обмен ждать, типа. Ждем обмен, да, обмены происходят, мы за всеми обменами регулярно наблюдаем. Списки внесли. Там тебя не мучают, ничего, там все хорошо. Нет, нас кормят нормально.
телевизор даже недавно поставили с интернетом. Да, и просто тут тоже в интернете всякую херню, то расстреляли, то еще что-то. Да не, у нас такого нет, у нас, то есть, нормально все, то есть. Ладно, это... За тебя все переживают, очень все переживают. Я уж всех командиров твоих на уши поставила. Этот, блин, твой этот батин заколебал. Ты что, тут знаешь, что творится? Тут уже и выкуп-то за тебя просили, и что только не было. А тебе звонили кто-то вообще? А кто выкуп просил? И сколько? Да придурки всякие, блин. Кто выкуп просил? Знаешь, кто писал? Друг твой, блин, этот Юсупов или как он? Юсупов. Че он? Черт, этот Артем как? Он Вике написал, типа. Она говорит, а вы откуда знаете? Говорит, мама ничего, говорит, про Кирилла толком не знает. Вот. Обещали с этим разобраться. Нам вообще сказал по правам человека, что надо в ФСБ заявлять на таких, как он. А че он сказал? Типа за Кирилла просит 100 тысяч выкуп. Кто? 100 тысяч чего? Рублей? Чего 100 тысяч? Рублей. Кто? А кто просит? Ну как это? Я не знаю, кто там, украинская сторона или кто. Представляешь? Это он тебе Уже сказал. Походу, у вас чувак Да, это хотел 100 у меня тысяч переписки заработать. все сохраненные, все. А он вообще каким боком к этому приписан? Это, по ходу дела, все пошло от Батина. Ну, не знаю, они конченые какие-то. Да. Главное, у тебя все хорошо. Мы тебя будем домой ждать. Как я рада тебя видеть. Ты бы знал то, какой... Я-то тоже. О, как ты мне нервов вымотал. Посмотри, Тимош. Кирилл. Привет. Привет, Тимофей. Как дела? Нормально все, у тебя как? Тоже. Че, как в школе-то дела? Они все уже отучились, у них Смотри, каникулы. вот Тёма. Каникулы уже? Да. Тёма, ты вот кем. Все. Мальчик мой, господи. Он здоров, же здоров. Как маленький на церковь ездили. Что мы только не делали, господи. Ну, у меня все хорошо, не переживай. Я в ротику армию, господи. Сейчас вот, Я вижу, что у тебя все хорошо, я вижу, я очень надо. Сейчас будем ждать только, когда это, да, обмен. сейчас да, ждем обмен. Но ты не переживай, тебя ищут, все хорошо. Я как только узнала, мы на второй день, сразу же, на следующий день мы с Диной поехали в военкомат. В военкомате нам подсказали, куда обращаться. Мы поехали по правам человека к Совком. Мы даже в Красный Крест я писала. Везде. Понял. Зайка моя, люблю тебя очень-очень, Я тебя люблю тоже тебя очень люблю. очень-очень. Малыш мой. Ой, блин, меня что-то трясет. Господи, наконец-то я даже я каждый день спать ложусь и говорю, позвони. Просыпаюсь и позвони. А так, тебе еще кто-то звонил? А? Еще кто-то звонил там? Да никто не звонил. Я говорю, вот Артур у вас, кто там, командир танка или что? Ну, Вот, но он тоже я с ним толком, я один раз целый час с ним разговаривал. Так один с ним, он тоже переживает, это говорит. Он, знаешь, что говорит мне, молитесь за него. Я говорю, спасибо, подсказал. Ой, я так рада тебя видеть, так рада тебя видеть. Ты так, я понимаю, не скажут, где ты находишься, я все понимаю. А он не знает, где он находится. А он даже не знает. А вот я могу, да, это говорить, с кем ты находился, вот 6 декабря был обмен, вот они мне звонили. Он не знает, где он находится, и не знает. где нахожусь. Ну, там пацан уезжал, я ему номер сказал, он запомнил. Вот он, Да, вот он мне позвонил, он мне сказал сначала, что с тобой все хорошо, как обычно вас раскидали, связи нету. А 8 декабря позвонил другой и говорит, что как бы Кирилл сказал не говорить, я говорю, как? И вот мы поговорили, он говорит, вы знаете, что он находится в плену? Я говорю, ну есть догадки, нам, говорю, и оттуда звонили. Он говорит, да, и вот он, как бы, сделайте все, чтобы оттуда его достать. Я говорю, мы уже все сделали, у меня официальная бумага с Министерства обороны пришла, все. А что за бумага? Что они приняли мое заявление, и что тебя ищут, что ты здесь в списках, в этих пленных, туда-сюда, вот. Вот.
Так же, дорогой, мама тут без дела не сидит, ты не переживай, что думаешь. А так-то дела-то у вас как вообще? Да нормально, это, что, вот, работаем. Кстати, Марина Полянина сейчас у нас работает. Я тут, когда от тебя стала вообще работать, ты не могла, она за меня работала. Я все дома сидела. Вот. А так все хорошо, все каждый день звонят, спрашивают какие-то новости про тебя. Да что, ну, все очень-очень переживают, когда первый раз узнали, что ты жив-здоров, как бы это. Мы, знаешь, нам тут наговорили, ничего не верим. Там, ну, говорят, вам даже украинцы могут звонить, обманывать вас там. Но только, Это он сам не позвонил. но только что-то получилось, что украинцы не звонили, а звонили друзья и просили 100 тысяч рублей, да? А получилось вот так вот, понимаете, да? Мне кажется, знаешь, это он сам хотел наживиться. Да. А там уже все, с ним уже, я говорю, по правам человека, мы разговаривали, ну там Дина должна была звонить, чтобы, они, говорят, его не посадят, но его, говорит, припугнут, говорит, хорошенько. Ну, и так и надо ему. Вот, потому что, говорит, с этим не шутят, понимаешь, что все на взводе, как бы это. Я потом сам еще с ним поговорю, когда вернусь. Да, мы сказали, говорю, Кирилл все равно домой придет. Ой, как я рада, я сегодня спать спокойно буду, я буду спать спокойно. Ну, у тебя все хорошо, Да, да, и мы будем ждать. у меня все когда хорошо, домой не придет. переживай. Нас тут кормят, Дай Бог. если заболел, то есть все, врач приходит, то есть все нормально. А мне, говорю, столько всякой информации поступает. Я сначала-то с этого номера не поверила, а когда он фотографию отослал, смотрю, ты уже обросшая, ты же все лысый ходил. Думаю, это 100 пудов в настоящее время. Да. А этот, ой, господи, как его там, Карл, Не знаю. да он у тебя в друзьях ВКонтакте есть, Паша, что ли, не русский, узбек или кто он? Да он мне фотографии ваши совместные отправлял. А, ну, Вот он тоже, он говорил, что в Пермь приедет, в этом будет разбираться с этим Батиным. У Батина дочка родилась 20 декабря. да? Ну, я это знаю. А. Да. Откуда ты знаешь, ты там сидишь? Ну, то, что у него должна была родиться. то есть. Ну, пофиг, главное, что ты у нас жив-здоров, мы будем тебя ждать. Господи, я тебя в армию отправляла, сейчас из плена жду. Ну что за жизнь у нас такая, ё-моё. Да, нормально все будет. А Дима что где? Ай, Дима там... Дима, иди, Кирилл звонит, Дима! Что, нашего Диму не знаешь, какую? Ну, он тоже каждый день... Ладно, давайте это... А можно чуть-чуть, вот сейчас он брата увидит? Привет. Дима, привет. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Можно вам вопрос Да. задать? Вы поддерживаете спецоперацию? Украинскую? Против Украины? Но она Или одна, что? спецоперация. Ну, да, можно я на этот вопрос отвечать не буду, потому что у меня... Нет, очень- нужно, чтобы... А что у вас будет? Нет, я не переживаю, что у меня будет. Так а почему вы не хотите ответить на простой вопрос? Ну, не знаю, потому что в данной ситуации, видите, в каком положении я нахожусь. В каком У меня положении? ребенок, в трудном, у меня ребенок находится там. Где он находится? На спецоперации, я так понимаю. Нет. Он сейчас находится в украинском плену у нацистов и бандеровцев, которые его кормят, когда он голодал в окопах. Вы голодали в окопах? Да, было. Он голодал в окопах. И когда его взяли в плен, первое, что произошло? Накормили. Он 5 дней не ел, а наши его накормили. Дали... Расскажите, что вам дали. Как в плен попал, получается, дали макароны, там салат, помидорку и курицу ножку жареную. 2 порции таких дали. Потому что 5 дней его лейтенант не кормил. Это как бы такое небольшое лирическое отступление. А наши дети, мой ребенок, конкретно мой, в этом году в школе не был. Был несколько раз. Провел в подвалах больше, чем на улице. Потому что вы, и вот такие, как он, бомбят наши мирные города. На какой вопрос вы боитесь ответить? Да я не боюсь ответить. Почему? Я вообще за мир во всем мире. Вы думаете, мне вот эта вся ситуация нравится?
нравится, что ли. Мне тоже вот эта вот война, вот это как спецоперация. Я она не ж, нужна. смотрите, я ж поэтому и задаю вопрос, потому что есть мамаши, которые говорят, да, мы за спецоперацию, мы хотим, чтобы вас убивали. Да как бы все дети равны, такой же ваш ребенок, как мой ребенок. Нет, понимаете? не все дети равны. Мой ребенок и мои друзья не пошли убивать мирных людей. Ваш ребенок пошел убивать. Разницу чувствуете? Я разницу чувствую, я понимаю, но вы понимаете, что он ребенок, он сам не понимал, мне кажется, куда и на что он идет. То есть он ребенок. Он чувак с автоматом бегал. Что значит ребенок? В какой момент он должен перестать быть ребенком? Для меня он всегда будет ребенок. Ну, поэтому у меня один вопрос. Вы поддерживаете войну, которую развязал ваш царь? Я не поддерживаю войну, которую он такой, ни в коем случае. не Можете еще один вопрос ответить, если можете? Когда вы, рабы своего царя, подниметесь с колен, или вы встаете все с колен и свергнете его, чтобы вот такие вот ребенки не ходили по чужим странам. Потому что 100 тысяч человек уже закопано. А кто нас слушать будет? Сколько митингов было, сколько всего? Нисколько не было митингов. Потому что вы боитесь стать. Вас 120 миллионов, как он говорит. Ну там другое число. Всех не посадят. Это я понимаю. Спасибо вам большое за то, что дали связаться с сыном. Вам огромное спасибо. Человеческое просто. До свидания. Вы довольны? Да, очень. Цель достигнута? Да. А моя цель? Интервью? Ну, думаю, да. А какая у меня цель была? И записать интервью, Для чего? опубликовать там. Для чего? Вы думаете, я получаю удовольствие, находясь рядом с вами? Нет. Давайте подумаем на вопрос, для чего мы это делаем. Ну, показать всему миру, то есть, наверное, Да, а что мы хотим показать? как есть там на самом деле, то есть все. А как есть на самом деле? Ну, мы оккупанты. Это, то, что вы оккупанты, это и так всему миру известно. Тут ничего даже показывать не надо. Это и так и всему миру известно и понятно. Что мы еще хотим показать? Вашим землякам. Ну, чтоб не шли сюда. Да, мы хотим показать всю ущербность вас. Как вы не едите 5 дней. Как вы воюете за идею, которой нет. Показать, с кем вы воюете. Вот наша цель. Вы можете обратиться к своим согражданам с просьбой, там, не просьбой, просто обратиться, сказать, надо сюда идти, не надо сюда идти. Если идти, то берите там то-то, если, то есть... Не надо. Лучше просто, закончили эту войну, что и все. Как ее закончить? Чтоб Путин войска вывел. Ну, не выводит. Ну, я сомневаюсь, что он кого-то будет слушать. Я же только что вашей матери пробовал донести мысли. Митинги, да. Мне кажется, то есть не каждый ведь пойдет кто-то за эту войну. Вы в камере сидите, там много людей за эту войну? Не знаю, не общался с ними на эту тему. Вы вообще между собой разговариваете о чем-то? Ну, да, Вы уже более месяца в плену, и о чем вы разговариваете? да, по-всякому разному. То есть, Нужна эта война, кто-то сказал? нет. Почему? Зачем она? Никому не нужна. Никому не нужна. Ваше обращение заключается в том, что вы обратились к Путину, чтобы он вывел войска, да? Ну, чтоб, да. Такое себе обращение. У вас же народ не Путин и все. Ну, какое есть. Вот такой у нас молодой сегодня. Военнопленный, наверное, самый молодой. Ему нету 19 лет, 20 лет. Пошел заработать денег и заработать на ипотеку для квартиры, да?
Ну, там военная ипотека. То есть. Военная ипотека. Ну, пошел за бабки умереть. Спасибо. Снимать это? Ну, тебе она не пригодится. Ну что, доволен? Да, спасибо большое.